Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина или Школа Таро Альвиен на Яндекс.Дзен. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на таро, золотом таро черных котов. Какие неожиданные изменения вас скоро ждут. Это будет небольшое такое кратенькое гадание на 4 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот такая колода. Очень красивая. Такая книжечка. Кто не видел, показываю, да? Итак, мешаем наши карты. Какие неожиданные изменения вас скоро ждут? Такое небольшое гадание у нас будет на 4 позиции. Первая карта – это сегодняшнее ваше душевное состояние. Итак, давайте сдвинем. Кто смотрит видео сначала, получает всегда сюрприз, какое-нибудь послание от высших сил. Да? Давайте посмотрим, что там на дне колоды. А на дне колоды жрица. Карта замечательная. Она показывает, что скоро вам будет откровение свыше. И, может быть, вы интересуетесь или заинтересуетесь эзотерикой. Да? И, скорее всего, можете даже увидеть вещий сон или какую-то информацию получить просто из космоса по ясновидению. Да? Вот интересная такая карта развития ваших способностей. Поэтому, если еще не развиваете, то начинайте. Хорошо, выкладываем 4 карты для вас. Пока выкладываю, подписывайтесь и ставьте колокольчик. 4 карты. Какие неожиданные изменения вас скоро ждут? Итак, наши позиции. Я буду выкладывать сейчас камушки. Первая позиция – цитрин. Вторая позиция – аметист. Третья позиция – розовый кварц. И четвертая позиция – принит. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я сейчас тогда убираю в сторону. Да? Какие неожиданные изменения вас скоро ожидают? Небольшое гадание. Первая карта – ваше душевное сегодняшнее состояние. Да? Наш цитрин. Цитрин – это камень богатства. Итак, первая карта – ваше душевное состояние. Двойка мечей. Закрытое. Закрытое немножечко, такое сосредоточенное, чуть-чуть скучающее. Вы знаете, карта показывает, что вы не знаете, как вам поступить в какой-то ситуации, и поэтому закрываетесь от других людей, стараетесь уединяться с собой, чтобы принять важное решение или чтобы понять, как поступать дальше. Может быть, вы не видите своих дальнейших действий в принципе, да? Может быть, вы не знаете, как поступать по отношению к какому-нибудь человеку. Но вот такое озадаченное душевное состояние, оно бывает именно, когда человек немножечко запутался и не знает, вот может быть, допустим, закрыть на что-то глаза или уже указать на это. Вот знаете, даже может быть на какие-то чьи-то ошибки, да, бывает у тебя есть выбор, сказать это человеку, не сказать, указать ему на ошибки, не указывать. То есть вот даже такое может быть. И просто 2 пути, 2 решения. Вы не знаете, как вам лучше поступить, например. То есть вот такое озадаченное, сосредоточенное, закрытое состояние души. Хорошо, давайте посмотрим, какие неожиданные изменения в жизни вас скоро ожидают. Вот что именно, какие неожиданности, да, будут, то есть что вы не предполагали, что будет. Я буду выкладывать сейчас 3 карты. Первая карта – 6 жезлов. Вторая карта у нас 5 пентаклей. Такая хорошенькая карта, кстати, здесь это 5 пентаклей. И третья карта у нас суд.
Вот видите, как интересно вышло, да? Какие неожиданные изменения? Ну, во-первых, здесь неожиданные изменения в вашем финансовом положении. Вам казалось, что вы что-то с денежками намутили, намудрили, потеряли, как-то или неправильно потратили, или не так заработали, как хотелось бы. И, конечно же, карты здесь показывают, что после периода упадка у вас будет период восстановления, неожиданного восстановления в плане финансовом. Ну, откуда это может быть? Вот видите, состояние полной победы, да, шестерка жезлов. Вы можете, во-первых, ваши финансы вот по-настоящему отвоевать. Ну, то есть, как будто бы затребовать, да, или сказать какие-то даже нормативные, законодательные акты назвать, да, что вот мне вот это положено, я это должен взять и все. То есть это мне там, не знаю, по закону или по праву причитается. Конечно, шестерка жезлов может просто говорить о том, что вы проявили инициативу, напор. И в итоге денежная проблема просто взяла и разрешилась. Высшие силы вам будут в этом помогать. Вот. То есть идет ситуация, когда, да, действительно, может быть, вы сами совершили ошибку по поводу денег, по поводу финансов. Бывает такое, что покупаешь да не то, или неправильно документы составил человек, не предусмотрел что-то в законе, когда подавал там, да, на какие-то выплаты. Может быть, неправильно табель закрыли на работе, да? Не написал заявление на премию, неправильно оформили отпуск, вот что угодно. Но у вас это будет исправлено. То есть это будет для вас приятной неожиданностью, будет исправлено, и деньги будут возмещены вот как будто бы. То есть это ваши же деньги, да, которые вам положены действительно, но они будут вам, вот как возврат, да, будет, то есть они вам будут возмещены. Может быть, кто-то отдаст долг, потому что вы его просто стребовали с человека, понимаете? То есть вы даже как бы начали уже за голову хвататься по поводу этого долга, а потом решили стребовать, и все получилось. Ну, вот такая первая позиция. Вот такая неожиданность вас скоро ждет. А мы идем дальше. Я повторяю, что гадание у нас небольшое, да. Какая неожиданность, какое неожиданное изменение вас скоро ждет, наш аметист. Итак, аметистик, что ты скажешь нам? Аметистик, вторая позиция. Ваше душевное состояние сегодня. Ну, тут тройка кубков, веселое такое душевное состояние, приподнятое, идет предвкушение праздника. Или само состояние праздника. Человек буквально может много смеяться, веселиться, чему-то радоваться. И, может быть, ждать, что скоро нужно будет что-то отмечать. Например, с друзьями, или планируете какую-то вечеринку, праздник. Может быть, планируете с родственниками посидеть, пригласить кого-то куда-то, там, подруг, друзей. Вот. То есть идет вот какая-то радость, да? Слушайте музыку. Настроение, прямо есть настроение у человека. То есть слушайте музыку, много смеетесь, да? Может быть, просто радуйтесь жизни. Вот бывает такое по тройке кубков, что человек получает все, что он хочет, потому что умеет быть благодарным и радуется жизни. Ну, это я живу сегодня, и слава богу, да, тоже вариант. Тоже вариант. Умею радоваться жизни. Настроение приподнятое, хорошее. Душа радуется чему-то. Так, и какие неожиданные изменения вас скоро ждут? Что за перемены, что за вообще какие-то странные события, почему бы и нет. Первая карта — рыцарь мечей. Рыцарь мечей. Вторая карта — шестерка мечей. Третья карта — влюбленные. Смотрите, тут весть о дороге чьей-то идет. Ну, может быть, к вам неожиданно приедет мужчина, вы его не ждали совершенно, или объявится, или приедет мужчина как бы с дорогой, да? Может, позовет куда-то мужчина. Это будет резко, вот как гром среди ясного неба. Какой-то мужчина может, если вы мужчина, друг, если женщина, это может быть кто угодно, как просто знакомый, брат, любимый человек, ну, вот кто угодно. Ну, как бы вплоть до того, что он нагрянул без приглашения. Однако вы принимаете этого человека, он вам по сердцу.
Вообще может быть просто неожиданная ваша дорога, резкая, когда не собирались совершенно в эту дорогу, когда не планировали эту дорогу. Вас могут в эту дорогу куда-то позвать люди, да, или там мужчина. И также можете сами собраться, но неожиданно для себя. Но тогда дорога все равно может быть связана с каким-то объединением, договоренностью, с личными отношениями, с дружбой по влюбленным. И просто может касаться вашей личной жизни. Карты здесь показывают, почему рыцарь мечей, да, шестерка мечей. Потому что, ну, может как будто кто-то нагрянуть даже с резким разговором так-то, а потом вы куда-то едете, да. И, мол, вас заставляют выбирать. Выбирай между какими-то там двумя вариантами. То есть даже так может быть. Иногда рыцарь мечей резкий и выясняет резким разговором отношения, да, разборки устраивает. А иногда просто вот он неожиданно приезжает. И скорость такая, да, всегда. Это быстрее, чем вы думаете, случится. Это быстрее, чем вы думаете. Вот эта дорога, этот человек, эти влюбленные, вот когда нужно, может быть, любовный вопрос решить. То есть вы думаете, вот это еще не скоро, да? А на самом деле оно просто вот там на днях может случиться. И вы даже, ну, даже если задумаетесь, будете об этом думать там пару дней, потом сначала забудете, а потом это все равно неожиданно для вас будет. Вот такая позиция номер 2. Так, смотрим третью позицию. Розовый кварц. Что же там такого неожиданного может у вас в жизни произойти? Какие неожиданные изменения или события будут? И первая карта – это ваше душевное состояние сегодня. Королева кубков. Ну, такое вот прям очень приятное душевное состояние, когда человек в гармонии с собой. Вы, может, прихорашиваетесь, там, хотите или собираетесь в салон красоты, или только что сходили, или наряды себе покупаете, как-то себя украшаете, и настроение улучшается из-за этого. Появляется любовь к себе, да? Также карта показывает состояние женщины, которая знает, что ее любят. Она в этом плане в себе как-то даже уверена и знает, что без внимания противоположного пола не останется. Она ухаживает за собой, она любит себя. И это постоянное состояние любви к себе душевное. У вас нет грусти какой-то сейчас, нет слишком веселой радости. Это скорее состояние некоторого покоя, благоденствия и любви ко Вселенной, к Богу и к себе. Вот так вот. Только так. То есть такое философское состояние, может быть, да, там я аффирмации, если бы повторяла, да, вот у меня было бы такое состояние, или проводила бы регулярно, может быть, какие-то медитации, или просто понимала бы, что уважаема там, да, в обществе, среди людей, что у меня там есть какие-то подруги, да, хорошие, есть люди, кто ко мне там обращается за советом, вот, то есть вот такое именно состояние. Хорошее такое. Так, смотрим, какие неожиданные изменения или события скоро вас ждут. Третья позиция. Так. Следующая у нас тройка пентаклей. Тройка пентаклей. Хорошо. Вторая, значит, паж жезлов. И третья будет, ух ты, отшельник. Но тут какие-то неожиданности, знаете, в чем? Что на работе или связанное с работой, да, что-то вот там, допустим, где люди вместе что-то строят, вот так, или вместе развиваются, вместе что-то делают, вот в этом месте вы неожиданно познакомитесь с одиноким человеком, который вызовет у вас необычный интерес. Карты показывают, что людям есть о чем поговорить, и им друг с другом очень интересно, весело и приятно. И я не говорю, что вы там возьмете в него, влюбитесь в этого человека, но знакомство будет очень продуктивным. То есть
это знакомство почему приносит пользу? Потому что человек изъявляет желание общаться, а сам он обычно не особо контактный, да? А с вами вдруг решает пообщаться, во-первых. Во-вторых, находятся общие темы для разговора, для обсуждения. И вот я говорю, то ли это ваша работа, то ли вот что-то просто люди вместе делают, объединение, да? Какое-то объединение, группа людей. И там, куда вы придете, как-то там появитесь, да, вы познакомитесь неожиданно вот с этим положительным, таким вот каким-то одиноким, отстраненным, не очень общительным человеком. Но с вами человек будет общаться и много уделять внимания для вас. Может быть, поделиться какой-то интересной практикой или своими наработками, то есть что тоже является очень ценным. Ну, вот такая вот у нас позиция номер 3. Здесь у нас было знакомство. А мы идем к позиции номер 4, наш принит. Итак, какие неожиданные события, изменения вас скоро ждут? И первая карта – ваше душевное состояние на сегодня. Ну, это у нас королева мечей. И карта показывает холодненькое, такое очень собранное душевное состояние. Вы можете по этой карте к кому-то относиться резко, чуть-чуть даже как вы осуждать какого-то человека. Но еще это карта самодисциплины, мудрости, да? То есть когда человек решил взять себя в руки, что-то там себе составить, расписание, план питания, план физических нагрузок, работать. То есть вы вот прям себя пытаетесь собрать и заставить что-то делать. Я считаю, что это прекрасно, самодисциплина, и что у вас с успехом получится заставить себя работать продуктивнее, что-то делать, да, менять что-то в своей жизни в лучшую сторону. Конечно, это карта великой силы душевной. Когда человек, несмотря на любые жизненные неприятности и невзгоды, может собраться и занять еще и лидерскую позицию, понимаете? То есть вот такая интересная карта. Хорошо. Да, это карта некоторого, кстати, одиночества, да. Хорошо. Какие неожиданные изменения или события в жизни вас скоро ждут? Ну, тут у нас, значит, император. Девятка кубков. Четверка жезлов. Вы знаете, мужчина какой-то неожиданно исполнит ваше желание касаемо вот либо недвижимости, это желание ваше давно стоит как вопрос, либо какое-то, может быть, мероприятие, праздник, корпоратив или просто мероприятие, да, даже если это собеседование, там, не знаю. Вот какой-то мужчина, он хочет, вот прям хочет исполнить ваше желание. У него есть связи, есть влияние очень большое и деньги, скорее всего. И этот, не побоюсь этого слова, состоятельный человек вдруг решит поработать вашим джинном из лампы и сделать для вас что-то такое прям мощное. Вот что это может быть? Ну, четверка жезлов. Вопросы с недвижимостью, да? То есть, может быть, что-то не могли оформить. Может быть, не хватало там суммы купить. Может быть, не могли найти подходящий вариант. Вот он исполнит прям ваше желание. Вот вы будете говорить: ты мой джин из лампы. И также это может касаться, вот я говорю, как люди где-то собираются, да, как бы мероприятия, концерта, там корпоратива, там вечеринки. Что-то, может, вы с трудом могли устроить себе или как. Может, даже человек устроит вам праздник, например, организует день рождения, да, но, может, и вы сами хотели что-то организовать, а он в этом очень сильно поможет. Вот такая интересная позиция здесь. Ну и неожиданное изменение еще в том, что этот человек будет явно к вам, ну, мужчина очень расположен, прям очень-очень. Чего вы не ожидаете от этого человека. Может быть даже так, что
у вас в мыслях не было, что он может быть так расположен, хотя это человек, вызывающий сам у вас некоторое восхищение и трепет. Ну, вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч!